Подъем груза массой 20 кг осуществляется под действием постоянной силы, равной 400 ньютонов, направленной вертикально вверх. Какой потенциальной энергией будет обладать груз на высоте 15 метров? Какую работу совершит данная сила? Чему равна кинетическая энергия груза на этой высоте? Груз масса 20 кг. На него действует постоянная сила. F равно 400 ньютонов. Высота дана H равно 15 метров. Дальше спрашивается, какая будет потенциальная энергия на этой высоте, какая будет кинетическая энергия, какую работу совершит данная сила. Масса груза 20 кг, и на него действует сила 400 ньютонов. Посмотрим, какой вес будет груза. Вес груза равен mg и равен 20 кг умножить на 10 метров в секунду в квадрате. На g возьмем. И это будет 200 ньютонов. На вес самого груза 200 ньютонов, а сила, приложенная к нему, равна 400 ньютонов. О чем это говорит? Это говорит о том, что данная сила поднимает этот груз с ускорением. Посчитаем, какая будет потенциальная энергия этого груза на такой высоте. mgh. Подставляем сюда все значения, которые получим. По идее, нас не спрашивают. Можно было это дело умножить на 9,8. В данном случае будем использовать ускорение земного тяготения 9,8. Итак, потенциальная энергия на высоте 15 метров будет равна чему? mgh. Итак, масса 20 кг умножить на 9,8 метров за секунду в квадрате и умножить на 15 метров. То получаем 2 градуса на метр на секунду в квадрате. Это ньютон. Умножим на метр, получаем джоуль. Сначала запишем 2940 джоулей, или получили 2,94 килоджоуля. Давайте посмотрим, какую работу выполняет в данном случае сила в 400 ньютонов на протяжении 15 метров. Считаем, а будет равно 400 ньютонов умножить на 15 метров. Мы получаем 6000 джоулей, либо просто 6 килоджоулей. Раз у нас равноускоренное движение, полная работа данной силой выполнена на 6 килоджоулей, мы можем сказать о том, что полная энергия, которая существует в данной точке для этого груза, будет равна сумме потенциальной энергии и плюс кинетической энергии. Можно сказать о том, что каждой высотой полная энергия данного груза будет расти, потому что сила здесь больше веса и движется, все это происходит ускорением. В данной точке будет не только потенциальная энергия, а еще и кинетическая энергия. Итак, эта сумма будет равна 6 килоджоулей. Если потенциальная энергия нам известна, теперь можно посчитать, чему будет равна кинетическая энергия. Кинетическая энергия равна W минус потенциальная 6 килоджоулей отнять 2,94 килоджоуля. Мы получим 3,06 килоджоуля. Так, в результате работа, которая будет выполнять сила в 400 ньютонов на высоте 15 метров, будет равна 6 килоджоулей. В этом месте потенциальная энергия груза массой 20 кг будет равна 2,94 килоджоуля, а кинетическая энергия в этот момент будет равна 3,06 килоджоуля.